Всем добрый день, меня зовут Валерия, и сегодня я вам расскажу один замечательный рецепт домашнего пилинга. То есть, как сделать аспириновый пилинг для ухода за кожей лица своими руками в домашних условиях. И наш пилинг, он универсальный. Во-первых, я этот пилинг настоятельно рекомендую тем, кто борется с такой проблемой, как акне, прыщи, постакне, рубцы или застойные пятна, которые у нас остались после прыщей или после акне. С другой стороны, этот пилинг великолепно омолаживает нашу кожу, поскольку он ее обновляет, борется с пигментными пятнами. Кстати, уже после первой процедуры вы можете заметить, как тон вашей кожи выравнивается. Также этот пилинг способствует обновлению кожи, и спустя какое-то время, после нескольких процедур, вы заметите, что ваша кожа становится более упругой и у вас разглаживаются морщинки. Поэтому наш пилинг годится и для жирной проблемной кожи, то есть с кожи, где есть акне, прыщи. С другой стороны, наш пилинг годится для сухой, зрелой, дряблой кожи. И там он себя проявляет великолепно. И наш пилинг очень простой на самом деле. Его основа – это аптечное, недорогое средство аспирин, таблетки ацетилсалициловой кислоты в дозировке 500 мг. То есть на одну процедуру нам понадобится 2 таких таблетки. Аспирин не что иное, как ацетилсалициловая кислота, производная салициловой кислоты, которая применяется для, во-первых, такой косметической процедуры, как химический пилинг, поскольку это бета-гидроксикислота. С другой стороны, салициловая кислота широко применяется для борьбы с акне, с прыщами, поскольку она обладает противовоспалительными, антисептическими и кератолитическими свойствами. То есть, смотрите, первый продукт, ингредиент, который мы с вами будем использовать, это аспирин, салициловая кислота. Дальше. Для нашего пилинга, для домашнего, я все-таки советую использовать порошок каламина. То есть, поскольку мы с вами делаем акцент на борьбу с прыщами, с акне и на борьбу с рубцами, то нам важно использовать нечто, содержащее цинк. Так вот, каламин – это цинк, содержащий порошок. Поэтому используйте лучше каламин. То есть первый ингредиент аспирин, второй ингредиент каламин. Если у вас порошка каламина нет, то есть у меня есть разные варианты каламина. Желтый каламин, где есть еще порошок куркумы. И есть у меня розовый каламин, где используется пудра из лепестков розы. То есть я буду сегодня использовать желтый каламин. Но если у вас нет порошка каламина, кстати, я оставлю ссылочку на описание на тот сайт, где я приобретаю для себя порошки каламина. Нет каламина, вы можете использовать глину, тот вариант, который есть у вас. У вас может быть чистая глина, например, белая косметическая, может быть глина голубая с минералами мертвого моря, спирулина, хитозан. То есть вы можете использовать чистую глину. Причем, если мы боремся с вами с акне, с прыщами, то лучше использовать именно зеленую глину. Так вот, глина у вас может быть по типу кожи, может быть универсальная, может быть с какими-то добавками. Итак, аспирин плюс каламин или глина. Но я буду все-таки использовать каламин. Итак, смотрите, мы с вами берем 2 активных вещества. Это бета-гидроксикислота, салициловая кислота. Фактически аспирин, и это порошок каламина, цинк, содержащий продукт. Про цинковую мазь и цинк я уже на своем YouTube-канале делаю отдельное видео. У вас сейчас по ходу в правом верхнем углу будут всплывать на них подсказки. И в одном из видео я показывала, как великолепно с прыщами справляется цинковая мазь. Но тоже ссылочка у вас будет в правом верхнем углу. Поэтому смотрите, для борьбы с акне и с прыщами нам важно сочетать и салициловую кислоту аспирин, и именно цинк. Поскольку цинк подсушивает наши воспалительные элементы. И вообще цинк очень важен для состояния нашей кожи. В том числе цинк влияет на состояние увядающей, дряблой, зрелой, сухой кожи. И он мало того, что подсушивает воспаление, он еще убирает раздражение на нашей коже. То есть он кожу восстанавливает по очень многим фронтам, решает очень многие проблемы. Так вот, готовим нашу маску. Итак, мы с вами договорились. Сегодня я буду использовать порошок желтого каламина. Смотрите, вы можете приобрести чистый каламин. Я обычно использую какие-то каламины с добавками. Вот как глина бывает с добавками, так бывает каламин с добавками. Вот здесь в желтом каламине очень хорошее сочетание каламина, цинк-оксид, как вы видите, пудра куркумы. И дальше используется и глина индийская, в общем-то, другие ингредиенты, которые сами по себе применяются в аюрведической практике для лечения акне и прыщей.
Итак, 2 таблетки аспирина и 1 столовая ложка желтого каламина или любого каламина, который у вас есть. Предварительно мы с вами берем 2 таблетки аспирина и их измельчаем в порошок. Можно просто вот так вот, да, чайной ложкой их раздавить. Важно, чтобы мы с вами получили однородную массу аспирина, чтобы у нас не было комочков. Мы можем уже добавить к этому количеству буквально чайную ложечку воды, для того, чтобы наш порошок, в принципе, вот немножечко растворился. Можно сделать так, да. Перемешиваем. По большому счету на прыщи можно вот уже наносить чистую массу. И к этому количеству мы с вами добавляем 1 столовую ложку без горки порошка каламина. Видите, у меня каламин желтоватый за счет того, что сюда добавлена куркума, пудра куркумы. И мы тщательно нашу смесь перемешиваем. Нам важно применять эту смесь, чтобы она была однородной массой, хорошо перемешана до густоты, так скажем так, жидкая сметана, для того, чтобы мы могли нашу массу наносить просто-напросто кисточкой. И теперь смотрите, потихонечку мы с вами добавляем небольшое количество воды. Буквально по чайной ложке. Потому что, смотрите, есть искушение сразу добавить большое количество, но каламин постепенно поглощает воду. Поэтому добавлять сразу там столовую ложку, да, или больше не нужно. А добавляйте по чуть-чуть. То есть, смотрите, по факту я уже сюда добавила 2 чайные ложки воды. Во-первых, когда растворяла аспирин, да, и во-вторых, уже добавила после того, как я добавила порошок каламина. И смотрим, как каламин впитывает нашу воду. Как только мы заметили, что все, порошок остается, вода больше не впитывается, добавляем еще. То есть, вот смотрите, да, я вот по стеночкам хожу, и у меня каламин впитывается. Вот такую густоту, вот такую маску можно использовать локально на акне. Когда у нас, допустим, есть скопление прыщей, и вот такую густоту мы, вот такой густоты маску можем накладывать уже на прыщи, как лечебный более продукт, да. Но мы с вами договорились, что мы делаем пилинг на все лицо, поэтому нам с вами нужно добавить еще небольшое количество воды для того, чтобы наша маска была более жидкая, мы могли ее наносить кисточкой. И добавляем еще 1 чайную ложку, не более, не более. И у нас получается достаточно по густоте маска, чтобы мы ее с вами могли распределить кисточкой. Итак, 2 таблетки аспирина, 1 столовая ложка каламина без горки и 3 чайных ложки, то есть это фактически около 1 столовой ложки воды. Все, наша маска готова к применению, к нанесению. Теперь смотрите, важные такие моменты. Я сейчас поменяю ракурс камеры, буду наносить эту маску и расскажу, как ее правильно наносить, если у нас с вами есть прыщи. Потому что если у нас есть гнойники, и мы неправильно с вами наносим эту маску, мы ее неправильно смываем, мы ее неправильно выдерживаем, то у нас есть риски, что мы разнесем инфекцию, и нас может еще сильнее подсыпать, у нас могут обостриться и акне, и прыщи. Это очень важно наносить маску на чистую кожу лица, по массажным линиям, не используя каких-то там предметов жестких, да, и потом смывать обильным количеством воды. Поэтому я сейчас меняю ракурс камеры и буду наносить маску так, как если бы у меня на лице были прыщи. Итак, сейчас мы с вами будем наносить нашу маску. Смотрите, вот если мы с вами делаем просто как антивозрастной пилинг, как антивозрастную омолаживающую маску для борьбы с пигментными пятнами, для повышения упругости, то мы с вами традиционно наносим маску просто кисточкой по массажным линиям. Но если у нас с вами есть прыщи, воспаление, угри, акне, прыщи, то маску, как я уже сказала, можно с одной стороны наносить просто локально на прыщи. Ну, допустим, представьте
представим, что у меня здесь есть прыщи. В таком случае я могу пальчиком просто распределить локально нашу маску по прыщам. Или если у нас есть какая-то зона поражения, просто-напросто очень аккуратно нанести. Кстати, если у нас прыщи с головкой, которая вскрывается, да, то желательно, чтобы вы каждый прыщ обрабатывали отдельным пальцем, чтобы у вас инфекция не распространялась и не соприкасалась. Если же у нас, скажем так, большое поражение, да, вот кожа в целом страдает от прыщей, от акне, от угрей, или есть, допустим, пятна постакне или рубцы, мы с ними боремся, то мы с вами, нам проще наносить нашу маску кисточкой. Делаем мы все строго по массажным линиям, то есть от центра к периферии. Не вот так вот, как девочки любят в интернете показывать, а именно, еще раз повторюсь, строго все по массажным линиям. И смотрите, мы с вами распределяем нашу маску. И я советую, если у нас опять-таки прыщи на разных участках нашего лица, вот допустим, мы с вами распределили нашу маску по лбу. Причем, если вы заметили, я сначала наношу одной половинкой кисточки, потом другой половинкой кисточки. Распределили. И желательно, чтобы, если у нас есть прыщи, особенно если есть головка, которая готова вскрыться, вулкан, как я называю, кисточку желательно сполоснуть. То есть одной кисточкой наносить на все лицо, когда у нас есть конкретные гнойники, не рекомендую. То есть кисточка в данном случае может являться источником инфекции. То есть вот представьте, я нанесла в области лба, у меня есть какой-то прыщ. Я когда наносила, я его задела, он вскрылся, то есть инфекция попадает на ворс кисточки. И, соответственно, я дальше могу разнести всю эту инфекцию по своей коже. Поэтому либо две кисточки, да, либо мы одну кисточку просто-напросто и ее смачиваем. То есть смотрите, как я делаю от центра к периферии. Естественно, это нужно делать молча, но я по ходу вам говорю. Я традиционно начинаю с области лба. Но кто как удобно. Кому как вот удобно, да, так вы и делаете. Главное, чтобы все наши движения были строго по массажным линиям. Очень часто у нас прыщи бывают в области подбородка, поэтому здесь буквально ювелирно. И смотрите, я захватываю достаточное количество нашей маски и ее как бы просто-напросто распределяю, прокатываю. То есть смотрите, у меня нет такого движения. Я не давлю сильно на кисточку. Моя задача легким движением, да, содержимое маски просто-напросто распределить. Очень часто в области висков, поэтому здесь можно добавить небольшое количество маски. Ну и, соответственно, можно обработать зону шеи, особенно если у нас пигментные пятна или дряблая кожа, да, зону шеи, декольте. Теперь смотрите, маска у нас с вами сразу начинает подсыхать. И выдерживаем мы нашу маску 15-20 минут. В принципе, от 10 до 20 минут вполне достаточно ее выдерживать. А если у нас очень жирная, проблемная кожа, мы с вами можем выдержать маску до 30 минут. Но еще раз, среднее время выдержки нашей маски 10-20 минут. Маска у нас на лице будет подсыхать. И здесь, смотрите, кому-то может быть это комфортно, а кому-то дискомфортно. Если вы чувствуете, что у вас маска подсыхает, она начинает тянуть кожу, еще раз повторю, что все мы время экспозиции маски молча. Так вот, если вы чувствуете, что у вас начинает стягивать кожу, вам неприятно, вы можете выдержать буквально 7-10 минут и пойти маску смыть. Или же, если вам хочется максимальный эффект положительный от салициловой кислоты, от аспирина, да, от цинка, побороться с пятнами, постакне или с пигментными пятнами, побороться с прыщами, и вам хочется выдержать вот эти все там 20 минут, а может быть и 30. В таком случае вы можете сверху распылять на нашу маску из пульверизатора минеральную воду. Ну или, допустим, у вас есть, какой-то косметический спрей. То есть вы даете лишнюю влагу нашей маске, она увлажняется и вашей коже становится легче. Ну и теперь самое главное, то есть выдержали вы индивидуально, все зависит от вашей кожи, от чувствительности вашей кожи.
И очень важно такую маску аккуратно смывать. Теперь смотрите, как мы ее смываем, особенно когда у нас есть прыщи, когда есть акне или угри. Мы с вами идем в ванную комнату и просто-напросто маску как бы размачиваем водой. Вода должна быть у нас строго комнатной температуры или прохладная. Это очень важно. Не горячая вода и не радикально холодная. Именно желательно вода комнатной температуры и прохладной. И мы с вами как бы маску размачиваем. Мы не используем, если у нас есть прыщи, никакие спонжики, никакие вспомогательные диски, никакие мочалки. То есть чистая вода без никаких средств. Просто без ничего. Размачиваем аккуратно нашу маску, не трем кожу, да, не помогаем ей смыть. И вот просто даем по возможности маске самой как бы под воздействием воды смыться с нашего лица. Вот так вот будет правильно. Если у нас есть прыщи, мы с вами начнем тереть нашу кожу или использовать какие-то диски, какие-то вспомогательные спонжики, то есть большие риски, что мы с вами инфекцию из любого прыща можем разнести по нашей коже, и нас может подсыпать еще больше, особенно на второй, на третий день. То есть это элементарно, мы собственными руками способствуем распространению прыщей, вот инфекции. Поэтому размачиваем, и уже потом мы с вами аккуратненько, после того, как смыли нашу маску, промакиваем лицо полотенцем. Вот сейчас у меня, я выдержу маску 10-15 минут, 20. Я ее потом смою, как я вам сказала, и покажу, как нужно промакивать наше лицо полотенцем. Ну и расскажу про дальнейшие действия, особенно если у нас с вами есть прыщи. Ну вот я смыла нашу маску. Видно, что у меня лицо мокрое, и мне теперь его нужно промокнуть. Нужно это делать правильно, особенно когда у нас на коже есть прыщи, угри или акне. Кстати, забыла еще сказать вам. Если вы чувствуете, когда вы нанесли маску, особенно когда она начинает подсыхать, легкое покалывание, пощипывание, это нормально. Так работает салициловая кислота. То есть маска у нас как бы с эффектом еще химического пилинга. Но если вам дискомфортно, вы ее идете смываете раньше. Смывайте, как я уже сказала, водой комнатной температуры или даже лучше прохладной, но не ледяной. Итак, теперь нам с вами нужно промокнуть остатки воды. Мы с вами привыкли вытираться обычно вот так. На самом деле, если у нас есть прыщи, и если мы хотим с вами молодую упругую кожу долгие годы, нам с вами нужно не вытирать лицо, а его правильнее будет промакивать. Для этого у нас должно быть индивидуальное полотенечко из натуральной ткани. И теперь мы просто-напросто берем и промакиваем. Просто-напросто промакиваем воду с своего лица. Как вы видите, я все делаю по массажным линиям, но я не растягиваю кожу, да, не тру ее, а именно промакиваю. Таким образом, мы с вами все прыщи, которые у нас есть, мы их не тревожим, да, и не даем им скрыться. То есть мы с вами не разносим инфекцию. То же самое мы с вами не растягиваем лицо, не провоцируем образование морщин. Как видите, кожа порозовела, потому что каламин великолепный, она такая очень мягкая и бархатистая. Ну и теперь, что вы можете сделать? Вы можете протереть лицо тоником и нанести свой уходовый крем. Если, допустим, у вас нет уходового крема, уходового тоника, то вы обязательно прополаскиваете свое лицо, когда смываете именно прохладной водой. Нам важно, чтобы наши открытые поры не сузились, ну то есть кожа пришла в норму. Если же у нас есть свой тоник, например, при проблемах акне, это может быть тоник матирующий, который обладает функцией абсорбции, да, разные виды тоников, тоник для жирной кожи, для проблемной, то есть не имеет значения, но здесь тоже важно. Если у нас кожа, допустим, нормальная, нет прыщей, мы с вами можем смочить ватный диск тоником и просто-напросто протереть нашу кожу по массажным линиям. То есть это все нормально. Но вот такой способ протирать кожу, если у нас с вами есть прыщи, не годится. Мы снова-таки тоником можем подцепить какой-то прыщ и разнести инфекцию. В таком случае я вам предлагаю ватным диском с тоником промакивать свое лицо, но по массажным линиям. Вот представляем, у меня все лицо в прыщах. Да? Мне нужно... Я двигаюсь по массажным линиям, но я тоником не тру, а я тоником промакиваю свою кожу. Да, вот таким вот образом.
Если, кстати, у нас вскрылся какой-то прыщ вот такого пилинга, вот такой маски, все может быть. Поэтому вы можете сверх на свой прыщ, который вскрылся, начинает течь сукровица, можете просто приложить ватный диск, смоченный в свой тоник, а он чаще всего лечебными свойствами обладает, и подождать там 5-7 сколько-то минут. Да? Точно так же мы с вами промакиваем кожу. Но я советую, допустим, здесь мы протерли этой стороной, потом переворачиваем ватный диск, да, и вот таким вот образом мы с вами промакиваем кожу с прыщами ватным диском, смоченным в свой лечебный тоник. Ну и безусловно теперь, когда у нас наш тоник впитается в кожу, мы с вами наносим уходовый крем. Распределяем мы его по массажным линиям, все как обычно. И вот такие вот мелочи, это очень важно, если мы с вами боремся с прыщами, с акне, с угревой сыпью. То есть мы с вами руками можем в процессе ухода за кожей своего лица, мы можем вызвать распространение инфекций, и прыщи у нас как бы волнами хронически. Да, мы с ними боремся, мы их пролечиваем, а они у нас почему-то появляются. Очень часто они появляются от того, что мы с вами нарушаем элементарные правила гигиены, неправильно вытираемся, неправильно наносим уходовую косметику. Так что вот такая вот для вас замечательная домашняя аспириновая маска, маска-пилинг или аспириновый пилинг, который борется с акне, с угрями, с прыщами, но также напомню, что этот пилинг можно использовать для омоложения нашей кожи. Но если у нас с вами есть прыщи и акне, то вот такой аспириновый пилинг мы с вами можем делать 2, а то и 3 раза в неделю. Если же у нас с вами зрелая, дряблая кожа, то аспириновый пилинг мы с вами делаем 1 раз в 5, 7, а то и 10 дней. То есть сроки разные. Да? Состав пилинга может быть одинаковый, но в зависимости от состояния и типа кожи, от проблемы, применяем мы этот самый пилинг, эту самую маску с разной частотой. Но тем не менее она очень эффективна. Обожаю такие маски. Преображают кожу просто на ура. Берите себе на вооружение, преображайтесь. Будьте здоровы!